Здрасте. Kick-Ass. Переводчик перевел как сногсшибательный, дубляж перевел как пипец. Фильм, который лично я изначально воспринял как пародию на Человека-паука, ибо супергеройское кино — это название я посмотрел ранее, ибо оно и вышло на 2 года раньше, но фильм вырос из комикса, который весьма самобытен. В 2010 году, 17 апреля, вышла Kick-Ass The Game на платформу iPhone. Нет? Я не ёбнулся, и я не собираюсь рассказывать про игру, которая вышла на дебильник. Я собираюсь рассказывать про игру, которая вышла на дебильник и PlayStation 3. Kick-Ass The Game разработали Frozen Cold Base. Маленькая студия, человек на 20-25, из Висконсин, США. Не так важно само количество людей, сколько качество этих самых людей. Не будем топтаться на месте, перейдем к тому, что они наворотили. А наворотили они нихера себе целую игру в жанре beat'em up. Или не целую, или не игру. Началось все весьма здраво. Игра предложила нам выбрать героя, за которого мы сможем поиграть. Вот они, слева направо, Биба, Боба и Вова. Скажу сразу, уникальных различий в сюжете нет. Для них весь сюжет един, ибо он в целом пересказывает фильм, делая это весьма кратко и вольно. При этом его настолько мало, что я даже не вижу смысла его серьезно разбирать. Начинается все с того, что певца избивают на улице. Чтобы его не убили, ему стоит помочь, чем и решают заняться Белашка и ее отец. И с этого момента начинается наше путешествие по миру игры. Игра разбита на уровни, и наша, как игрока, задача протопать целый уровень до главного гада, чтобы дать ему пиздюлей. И так 8 раз. Да, небогатая игра на различные задачи. Игра по уши заполнена мордобоем, что не мудрено. И дабы мы соответствовали ее требованиям, на первом уровне нас обучают, как махать кулаками. Это не самый сложный процесс в игре, ибо механик не очень много. Есть легкий и тяжелый удар, с которыми у меня были проблемы. Виной тому наш герой. Вернее, его анимации. Герой не может махать палками дольше 3 ударов. И всегда, независимо от того, хочу я или нет, он убирает их за спину. Вопрос: нахера? Так и самое забавное, с руками у него та же херня, но на 1 удар больше. Да, возможно, это звучит, будто я докопался до анимации и все. Что тут такого? Убирает герой руки в карман и пускай. Может, надо ему. Я бы молчал в целом, если бы это не создавало пустоту в атаках, руша динамику. За ту долю секунды, пока наш герой убирает руки за спину или просто перестает бить, он вполне может получить по ебалу. Хотя почему может? Он это активно делает. Не спасает даже чередование клавиш. Ладно, давайте отойдем от боевки, дабы остыть, и посмотрим на экран. В углу красуется ебальник персонажа, который от получения урона меняет свой вид на манеру старых Думов или Вульфенштейн. Рядом расположена дополнительная шкала здоровья. Здоровье восстанавливается несложно, для этого игра предлагает рушить объекты и лица врагам на локациях. С другой стороны от шкалы здоровья красуется шкала маны. Ману мы тратим на 3 спецприема. Честно, я не понимаю, нахера они здесь. Наносят ли они урон больше? Да, наносят, но я не сумел понять их как таковую ценность, ибо длина атаки короткая. Вообще, эти атаки я использовал редко, и помимо длины атаки, мне все время было мало количества этой самой маны. Но не беда, ведь есть прокачка, для которой нужны очки, а их мы получаем за заполнение желтой шкалы. Но как работает прокачка? Весьма просто. Есть 3 колбы, которые мы можем как заполнить, так и располнить. То есть, то, что мы потратили, допустим, на хп, в дальнейшем можем изъять обратно и потратить на силу. Соответственно, также работает и с маной, в которую я не вкладывался в принципе, ибо мне и без того очков было мало. При этом, сколько не прокачивай силу или здоровье, пиздюлей можно получить без особых проблем. В чем конкретная причина? Ну, во-первых, ебантяев весьма много, и они плевать хотели на то, что мы один. Жалеть они никого не будут. Противники частенько с собой таскают огнестрел и палки. За пистолеты я еще готов их простить, но за палки... Поэтому я использовал атаку с прыжка. Да, в игре присутствуют некие комбинации. Их мало или много, я не знаю, потому что я не нашел где посмотреть. А визуально ты тоже отличить не можешь. На глазки вроде все едино, и нету даже какой-нибудь отдельной анимации. Хотя есть отдельная анимация добивания, которая весьма красочная. Пипец машет своими палками весьма естественно. Порой даже мне чуточку больно. Но добивать мы можем только тех... Ебать.
Пизду ваши кружочки нахуй. Но добивать мы можем только тех челиков, которые воняют какой-то зеленой херней. Очень странно, что именно их, потому что я хотел бы пиздить тех, кто создал эту игру. Кстати, эти хуебесы иногда кидаются гранатами. Это тоже забавная шляпа. Летят они шустро, буквально как у чела взрывается предыдущая, вслед за ней отправляется новая. Но граната это даже полезно, ибо она наносит урон не только пиздецу, но и его врагам. Пистолет. Я упомянул пистолет, и пистолет — это полбеды. Но базука и автомат, стрелки они очень меткие, не попадать они не привыкли. Передышки они делают редко. Обычно такое контрят рывками, но рывки короткие, поэтому далеко не убежишь. Я не знаю, как уклоняться, пока он бьет, он не может делать резко рывок, блядь. Он не умеет это делать, он не делает рывок, он не делает, пока не перестанет драться, блядь. Он не делает рывок, пока не перестанет драться. Он не может прекратить свою атаку. Блядь, какой ты это настраивал? Хороший показатель этой херни находится на 4 уровне. Мы забежим на арену, где с неба будут кидаться машинами. Тени дают подсказки, куда будет падать машина. Короче, это реализовано весьма изобретательно. Но сам босс гандон и имеет автомат на вооружение. И как раз на примере него мы можем заметить, что радиус траектории у него неплох. И поэтому эти сами рывки толку имеют мало. Ибо хочешь не хочешь, шальная попадет. Но все-таки возможно убивать его стоило при помощи падающих машин. А раз я сказал возможно, значит я убил его не так. Но этому боссу мало того, что не повезло попасться к нам в лапы, так и анимация добивания у него, наверное, самая жестокая. Дядя с базукой же, наоборот, мне показались медлительными, от которых весьма легко уклоняться, если только они являются одиночными противниками. Но вот если у них есть хотя бы один напарник, то это значит, что вас ожидает увлекательное приключение. Боссы. С ними много проблем. Одного мы затронули, остальные же в принципе такие же, за исключением Red Mista. Да и то, он отличается только внешне. Другие просто мужики в костюмах. С рядовыми болванами разница лишь в том, что ХП у боссов чрезвычайно много. А учитывая то, что персонажу особо нечем похвастаться, приходится их очень долго бить. Знаете, я заметил очень странную особенность. Противника можно уронить, и кажется: о, вот это мне надо. Теперь можно лежачего калашматить. Иди ты нахуй, дружок, бля. Но игра строилась по принципу лежачих не бьют, ибо лежачий может резко вскочить и дать в ебучку. Причем довольно четко. Не доебешься. Я не понимаю, зачем это сделано именно так. Ладно бы он вставал и съебывался. Но нет, он бьет. Может быть, это сделано с целью, чтобы мы не станили врагов. Хотя, с другой стороны, одного все же получится застанить. А именно босса с базукой или полубосса, хуй знает. Он единственный, кто ничего не смог сделать. Просто стоял и обтекал. Заодно давайте еще раз насладимся божественной анимацией боевки. Ладно, боевка говно, боссы говно. А уровни что? Они невыразительные, порой некоторые участки локаций друг друга повторяют, но при этом и на них присутствует малая индивидуальность. В чем она проявляется? Мы уже затронули то, что на нас кидались машинами. Также нас поджигали. Поджигать нам, кстати, тоже нужно, ибо за коробками иногда лежат комиксы. Ценности они не несут, но раз лежат, надо брать. На каждом уровне есть предметы, которые могут помочь в драке, типа бочки или статуи. Статуи классные, мне нравятся. Забавно, что есть обогреватели чугунные. Они тоже какого-то хуя взрываются. Вы чем топите, бляди? Ладно, спасибо. На 5-й миссии нас заставят взрывать С4 и убегать от камер. Но самое главное, это миссия 8, ибо она начинается... Я затронул микрофон, блядь. Но самое главное, это миссия 8, ибо она начинается с того, что мы летим на джекпаке и стреляем из миниганов. Выглядит круто! Но лишь только выглядит, ибо я не знаю, как здесь не получить урон. Все, что летит, летит именно в тебя. Все скатилось опять в негатив, хотя это еще терпимо, ибо бой с сыном главного гада противен настолько, что я даже не знаю, что сказать. Дабстеп. Он не сложен сам по себе, даже убивается весьма быстро, но он сбегает, когда хп мало, в свою комнатушку, а к нам прибегает огромное количество ебанатов с базуками и автоматами. Этот босс по сути является финальным, ибо главного гада пипец отправляет в космос. И на удивление в игровой касцене. Вау. Даже не в формате комиксов? Круто, похвально.
Блять. Хотя нет, это же все-таки во время загрузки. Прощаем. Знаете, я готов даже похвалить разрабов, ибо они не стали нам показывать сюжет в виде комикса. Вернее, не только в виде комикса, ибо они нам вырезки из фильма сыпанули. Но знаете, это все хорошо, в отличие от второй части. Magic. Kick-Ass 2 The Game. Игру разработали Freedom Factory Studios. Неточный перевод. Маленькие пенисы. И выпустили 16 мая 2014 году на ПК. 1 августа на PlayStation 3 и Xbox 360. Игра есть в Steam, где я ее и решил купить. И купил, и запустил, но игра не запустилась. Как я не пытался, она не захотела включаться. Благо эмулятор смог мне позволить в нее сыграть, за что я его ненавижу. И вот почему. Все в целом начинается здраво. Игра внешне выглядит в разы лучше, чем предыдущая. И на этом все. Это все ее преимущества. Просто все. Ибо все остальное выполнено хуже. В первой части меня немного, буквально слегка раздражала камера. Ибо я лично не очень люблю, когда камера висит заметно выше героя. Знаете что? Я очень был рад, когда увидел, что здесь камера за героем. До того момента, пока не вступил в первую перепалку. Вот почему. Камера не умеет крутиться сама. А центровки на противнике нет. При этом камеру буквально ебет от объектов. А персонаж на какой-то хер частенько норовит съебаться из ее кадра. Но самое смешное это то, что в игре весьма неплохие добивания, которыми хочется любоваться, но камера этого не даст сделать. Во-первых, игра дает волю крутить и вертеть камеру во время них. Нахера? А во-вторых, объекты частенько ебут камеру. Да, есть добивания, где герой запрыгивает на бугая. И знаете, что нам покажет камера? В целом видно. Не видно, правда, что видно, но видно. Хотя камеру все же отбирают. Самое неудобное в этом то, что противники частенько перекрывают обзор. Сама же камера ездит взад и вперед. И да, в целом хочется задать вопрос, зачем именно здесь она ее фиксирует? Для чего? Чтобы кадр был прикольным и динамичным? Но сама игра слоупок. Персонаж буквально медленный до нельзя. Перемещение неторопливое, атаки заторможены, сама боевка же простая. Две кнопки атаки, блок и уклонение. Есть комбинации, которые у меня не получилось выполнить, как бы я ни пытался. Противники тоже не стараются. Стоят и смотрят на тебя, хотя с другой стороны спасибо. Иначе игра вообще бы была непроходимая. Да, в первой части они тоже были не шибко умные. И порой враги с огнестрелом могли начать пятиться назад, ибо им нужно определенное расстояние для того, чтобы начать стрелять. Но упираясь в стену, они тупо шли на месте. Здесь это просто оплот идиотии. Опять же, внешний вид игры же нормальный. Скины противников даже ничего такие, блять. У певца костюмы рвется от получения урона. То есть на это мозгов хватило, а вот на норм динамику нет. Короче, игра шлак. Появляется закономерный вопрос. Почему ты ничего не сказал про сюжет? Да потому что я не прошел игру до конца, и вот в чем прикол. Случилось это на 2 уровне, у меня горит жопа от камеры, но это не самое главное. Меня хочет ударить бугай. Я, соответственно, хочу поставить блок и провести контратаку. Но так получается, что мы оба буквально промахиваемся и встаем друг в друга. Ни он, ни я не можем выйти. А другие враги не собираются нас бить. Почему? Потому что в момент анимации наш герой буквально становится неприкасаемым. Просто если бы нас хотя бы отпиздили, нас бы просто отправили на чекпоинт. Но из-за того, что убить нас некому, игра получила софт-лок. И нам доступна только перезагрузка уровня, теряя весь прогресс прохождения. Ладно. Начинаем заново. И я так протопал уже почти до финала уровня. Тут же ситуация оказалась такая. Я бил здорового бугая. И пока я занимался его тушкой со спины, на меня набросилась мадемуазель. Бить со спины нехорошо, поэтому я провожу защиту. Что приводит снова к софт-локу. Блять, после таких игр я реально начинаю смотреть по-другому на все моменты. Нет. Вот так, как в анекдоте. 3 дидиблана встали и решили, что двигаться более они не будут. А я принял здравое решение. Пожалуй, пизду эту игру. Все.